Итак, итак, у меня готовы 3 детали основные, да, моего джемпера. Сейчас я вам их покажу, как это все выглядит. Немножко расскажу про расход на данный момент. Вы, может быть, захотите свериться как-то, да, и мы с вами дальше приступим уже к расчетам нашего реглана. Разберемся, сколько петель нам нужно убавить, как мы это будем делать. Я, если честно, пока сама еще не понимаю. Но все дело не в том, что я не знаю, как убавить петли в реглане, а в том, нужно будет нам немножко с вами как бы потрудиться над тем, чтобы узор в убавке лег очень хорошо, да, чтобы это было симпатичненько. Так, значит, что я хочу сказать вам по поводу своих рукавов. Поскольку у меня от каждого рукава остались вот такие моточки, сейчас я их приведу в порядок, у меня просто тут вчера гости были в возрасте 1,5 лет, ребенок добрался до вязания, ну ничего страшного. Значит, поскольку у меня от каждого рукава остались малюсенькие клубочки, наверное, грамм по 5, и мне хочется, чтобы рукав все-таки у запястья присобирался фонариком, да, я не хочу просто промахнуться, скажем так, да, потому что рукава ведь не такие тяжелые, как тело, и есть вероятность того, что, ну, вдруг рукав не вытянется, и будет не фонарик, а такое, ну, знаете, не очень симпатично. То есть будет недозадумка. Поэтому в первую очередь я решила на каждом рукаве, если мне сейчас этих ниточек хватит в клубочках, да, чтобы мне новые моточки не присоединять, то я в каждом рукаве сейчас хочу довязать по 2 ряда, как у меня есть, да, то есть еще один ряд столбиков с накидом и 1 ряд птичек. Закончить я должна птичками, для того, чтобы мне в первом ряду, когда я начну выполнять убавки для реглана, было попроще, да, потому что столбики-то убавлять без проблем. Просто провязал 2 столбика с общей вершины и все. А уже когда мы соединим все 3 детали нашего изделия воедино, там уже будем химичить, так сказать, непосредственно с самими убавками в узоре. Ну, вот так, в общем, короче, это все выглядит. Значит, 2 рукава и тело джемпера. Так, сейчас я поставлю вас на паузу, быстренько надвяжу еще по 2 ряда на каждом рукаве. И потом вернусь к вам, сделаем расчеты. Я за кадром уже набросала, скажем так, небольшие расчеты. Мне нужно было понимать, да, что вам рассказывать. Мало ли какие бывают ситуации. И, в принципе, я готова рассказать вам, как закончить это изделие. Но прежде я довяжу немножко длину рукава. Значит, давайте вдруг вы тоже, да, подумаете, я тоже хочу. Значит, смотрите, я рукав, когда примеряю на себя, у меня какая ситуация. Если даже я от подмышечной впадины 6 сантиметров откладываю вниз, да, якобы свою вот эту удлиненную линию реглана, то у меня рукав вроде как здесь свободно, да, но хотелось бы, чтобы вот, ну, хотя бы вот так было, да. И тогда, получается, вот чуть-чуть не хватает. Этот момент не то чтобы очень трудно учесть, но для этого надо много вязать таких рукавов. То есть это больше из опыта, поскольку я давно не вязала длинных рукавов вообще для себя, то я просто подзабыла, сколько надо сантиметров на длину добавлять в рукавах, чтобы получился вот такой вот присборенный эффект фонарика. Вот. Вы тоже примерите ваши рукава, и если нужно, тоже их удлините. Итак, все было распущено, потому что не хватило мне пряжи. Я решила, что если вдруг будут рукава, когда я провяжу реглан коротковатый, я просто добавлю еще 1 ряд на реглане, и будет моя промо чуть более спущена. Значит, теперь будем говорить уже о... Конкретно будем сейчас говорить уже о соединении деталей в одно единое целое и о провязании верхней части, то есть самого реглана. Мы с вами уже чуть раньше делали расчеты, да, мы знаем, сколько нам надо рядов провязать. Осталось разобраться с количеством столбиков и с убавками на регланных линиях. Значит, в данный момент, если
представить наше изделие вот таким образом. Это тело, мы как будто бы сверху на него смотрим, да, и 2 рукава. Значит, вот эти места, где у нас рука лежит плотно к телу, называется местами подрезов, и здесь какое-то количество деталей просто сшивается напрямую, да, то есть вплотную друг к дружке. Значит, у меня на теле моего джемпера 210 столбиков с накидом, на рукавах по 80. И мне нужно высчитать, сколько у меня будет линия подреза, сколько у меня столбиков идет в линию подреза. Значит, подрез, как правило, берется 8% от обхвата груди, от столбиков, да, то есть 210 я делю на 100% и умножаю на 8%. Там получается не целое число, его я округляю до четного числа, потому что мне удобно работать с четными числами. И получается, там, по-моему, 16,8 было, у меня получится 16 столбиков с накидом. Значит, вот эта линия будет 16 столбиков, и, соответственно, вторая линия тоже будет 16 столбиков. Получается, что когда мы будем соединять наши изделия, да, нам нужно знать общее количество столбиков, которое останется у нас в работе. Соответственно, от 80 мы отнимаем 16, остается 64 столбика в работе. Здесь, соответственно, тоже. Значит, от 210 нужно отнять 2 раза по 16, да, то есть, потому что 2 подреза. Вот здесь один, вот здесь второй. Но прежде чем это сделать, я хочу акцентировать ваше внимание на то, что я буду делить свое полотно тела не пополам, да, то есть мне не подходит разделить просто спинку и перед ровненько пополам, и у меня получится 105 и 105, да. Плюс мне не нравится нечетное число, поэтому, поскольку у меня грудь не маленькая, мне нужно, чтобы спереди все-таки полотно было шире, да, иначе будет спереди в натяжку, а сзади на спине будет у меня такой пузырь. Естественно, мне нужно, чтобы у меня перед был больше. Ну, я решила в этот раз оставить следующим образом. Значит, на спинку изделия я выделяю 105 столбиков, на перед я, соответственно, оставшиеся 110 столбиков. И теперь от каждой части я отнимаю по подрезу. И остается у меня 100 минус 16, 84 столбика. Здесь, соответственно, 94 столбика. И теперь мы можем посчитать, сколько у нас всего столбиков будет в работе, когда мы якобы соединим вязание в круг, да? Значит, у нас получится спинка 84, перед 94 и 2 раза по рукаву. И общая сумма получилась у меня 306 столбиков. Обалденный кусок работы. Значит, дальше с подрезом мы разобрались, да, мы возьмем 16 столбиков рукава и сошьем 16 столбиками в определенном месте, да, на теле тела, так, чтобы у нас между этими швами осталось 100 и 110, точнее 84 и 94. И что нам еще понадобится, это мерка обхват шеи 57 сантиметров, но это получается как бы не то чтобы сильно вплотную, да, но близко к шее, можно и побольше, лично в моем случае. И я эту величину уже переводила. У меня шея 104 столбика. Значит, теперь что мы должны... и еще нам понадобится длина регланной линии. Она у меня 27 рядов. Это тоже я уже переводила. Так, переводила-то я переводила, но у меня в процессе вязания полотна тела возникли, скажем так, несостыковки по плотности. И я бы хотела сейчас по готовому полотну, которое уже провалялось тут кучу времени и уже явно дало какое-то растяжение, пусть даже не полноценное, хочу замерить плотность по большому полотну. Значит, уже я не буду ничего исправлять
касаемо конкретно тела джемпера, да, но я хочу посмотреть, сколько у меня в 10 сантиметров рядов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ровно 10 рядов. То есть получается, что один ряд 1 сантиметр, да, и вот получается как раз таки несостыковка, потому что здесь у меня по образцу было 11 рядов, 13 столбиков. Не знаю, с чем это связано. Получается, что моя линия реглана, которая у меня за счет того, что я ее удлинила, равна 32 сантиметрам, она равна и 32 рядам. Из этих 32 рядов 4 ряда я буду вязать резинку, да, такую же 1 на 1. И, соответственно, 28 это у меня будут столбики с накидом. Значит, если говорить об убавках, да, то есть у нас сейчас 306, мы должны выйти на 104, провязав 28 рядов. В резинке тоже будем, наверное, делать убавки, но, скорее всего, я там буду просто менять крючок на меньший размер, потому что в резинке убавки делать в крючковом полотне, плюс на толстой пряже, ну, не очень красиво это будет смотреться. Хотя, если придется, то будем мудрить. И получается 28 рядов. В каждом ряду я могу сделать 8 убавок. Ну, как, в принципе, и при вязании реглана спицами, да. У каждой регланной линии я буду провязывать 2 столбика с общей вершиной. Всего у меня 4 регланные линии, и у каждой из этих регланной линий правая и левая сторона, то есть всего 8. Значит, 28 рядов, и в каждом ряду я могу убавить 8 столбиков. Получается, что я могу убавить за эти ряды 28 умножить на 8, 224 столбика. Если вязать, постоянно убавляя петли. Значит, сейчас мы можем проверить. 306 минус 224 остается 82 столбика на горловину. А мне нужно, чтобы осталось 100. Соответственно, этого слишком много, да, в убавках. Поэтому мы не будем делать убавки так часто. Плюс мы должны еще также помнить о том, что мы будем вывязывать росток какой-никакой, да. И, наверное, я хочу вывязать росток сантиметров, ну, хотя бы 4. Соответственно, это 4 ряда. И буду делать точки разворота на горловине и на рукавах. И когда буду делать укороченные ряды на рукавах, то, соответственно, уже убавки на спереди, да, на регланных линиях, которые расположены спереди, делаться не будут. То есть, если я возьму 4 ряда ростка, да, я тогда делаю 2 точки разворота на рукава, 2 точки разворота на теле, напереди. Соответственно, 2 ряда я не довяжу, не провяжу, получается, убавки на передней части. 2 ряда, к слову, и это получится раз, два, 2 регланные линии по 2 убавки на каждой. То есть раз, два, три, 4, 2 на 4. 8 столбиков у меня уже отсюда отминусуются. 224 минус 8 столбиков. Это получается 224 минус 8, 216. Проверяем. 306 минус 216 остается 90, а нам нужно 104. Значит, сколько это получается нам не хватает? 104 минус 90, 14 столбиков нам не будет хватать, если мы будем постоянно, регулярно выполнять убавки. Значит, число 14 очень близко к 16. Почему говорю 16? Потому что в каждом ряду, как я уже говорила ранее, у нас 8 убавок. То есть получается, что мы можем просто 2 ряда первых, самых первых, когда будем сейчас соединять полотном, убавки не вязать, да, просто вязать 2 ряда круговых. И начинаем с 3-го ряда уже выполнять убавки. То есть у нас получится не 28 рядов с убавками, а
26, в каждом ряду по 8 и минус 8 столбиков я не смогу убавить за счет того, что буду вывязывать росток на передней части. Ну, давайте проверим. 26 умножить на 8 это 208 и минус 8. 200 минус 306. 200 это количество моих убавок. 306 это количество столбиков в начале работы. Останется у меня 106 столбиков на горловину. Ну, это очень близко к 104, поэтому я останавливаюсь на таком варианте. И могу уже, в принципе, приступать к работе с ростком. Мы разберемся, когда мы до него дойдем. То есть получается, что я сейчас должна из 28 рядов со столбиками, да, давайте вот так сделаем. 2 я вяжу просто, я так и напишу, будет понятно, что по узору. Потом 26 у меня будет уже с убавками, но на последних 4 я буду ввязывать росток. Соответственно, 22 ряда у меня будут с убавками, и последних 4 ряда будут с ростком. В сумме должно получиться 28. И потом еще резиночка наша. Ну, в общем-то, вот и все. Теперь осталось что сделать? Найти петли подрезов. В рукавах это просто, да. Вы просто должны от соединительного столбика в сторону отложить по 8 столбиков. Всего 16 по половине. 8 в одну сторону, 8 в другую. Или можно не париться и просто от маркера отложить 16, да. Но вы тогда старайтесь отложить так, чтобы ваш соединительный столбик оказался ближе к спинке, чтобы вот этот шов, который в принципе не очень заметен, все же остался, скажем так, на спине. Так, я тут маркером соединила, видимо, 2 слоя рукава. Эти маркеры мне уже не нужны. Так, так, значит, вот это у меня маркер на теле будет началом ряда. Поскольку у нас в крючковом полотне достаточно хорошо видно, где начало и конец ряда, то мы никаких обозначающих это место маркеров не будем вешать. И начнем с вами вязать тоже так, чтобы у нас вот этот шов, место соединения, остался на спинке. То есть я делаю 3 воздушные петли подъема, разворачиваюсь на лицевую сторону. И первое, что я должна провязать, это 84 столбика моей спинки. Я надеюсь, что я там попадаю. Это был первый столбик. И дальше поехала вязать спинку. 2, 3, 4. Итак, я провязала 84 столбика своего тела, и теперь я буду присоединять первый рукав. Совершенно неважно, какой из них будет первым. Значит, смотрите, я должна оставить от вот этой ниточки, которая у меня здесь, да, клубочек, какой-то отрезок, которым я потом буду соединять подрезы. Я не буду это делать крючком, потому что это будет слишком грубый шов. Я таких швов не люблю. Я это делать буду обычной иглой, то есть самым простым швом. Поэтому сильно длинным кончик я не оставляю. И еще хотела акцентировать ваше внимание на том, что у вас ваше тело и ваши рукава должны закончиться одинаковыми рядами. То есть, поскольку у меня здесь мои ажурные птички вязались всегда в изнаночном ряду, то, соответственно, оба рукава я закончила вязать изнаночным рядом. 3 детали я вязала поворотными рядами. То есть, каждый раз разворачивала полотно, чтобы швы у меня никуда не ехали. Вот, рукава у меня закончены изнаночными рядами, и тело должно было также быть закончено изнаночными рядами. Если у вас не так, то вам нужно или подраспустить, или надвязать. Потому что мы и дальше продолжим вязать поворотными рядами, и нам очень важно, чтобы у нас рисунок никуда не съехал. Так, значит, я беру первый рукав, и как раз-таки маркер вот этот будет мне означать тот самый шов, который я должна оставить ближе к спинке. Вот у меня спинка провязана, да, то есть получается, что я не с самой первой петли начну вязать, где у меня маркер вставлен, а вот со следующей, но нитью от клубка.
да, не кончиком нити, который у меня там сейчас болтается, а просто делаю накид и продолжаю присоединять, провязывать столбики с накидом, но уже по рукаву. Вот у меня соединительный столбик, его я пропускаю и вяжу сразу в воздушную петлю. И в этом ряду, как вы уже поняли, у меня будет только вязание столбиков с одним накидом. Значит, я должна провязать 64 столбика. После этого у меня должно остаться 16 столбиков в подрезе. Значит, я провяжу 64 и проверю, так ли это. Итак, я провязала 64 столбика рукава по рукаву, да, и вот смотрите, вот у меня осталась ненадвязанная часть. Я пересчитала, и здесь осталось как раз-таки 16 столбиков, точнее 16 петель основания, да, то есть мой подрез. Теперь, прежде чем перейти к вязанию переда, да, то есть дальше я должна продолжить вязать перед, у меня останутся петли на подрезе, для подреза на передней части, точнее на теле и на рукаве. И получается, что мне нужно отступить 16 петель основания от того места, где я закончила вязать спинку. Это очень хорошо видно. Вот этот столбик, вон там, да, мы вязали вот сейчас, вот. И я отступаю 16 петель основания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В 17 петлю я буду вязать следующий столбик с одним накидом. Делаю накид и провязываю столбик с одним накидом. И сейчас я все-таки пересчитаю, потому что мне проще пересчитать 2 раза, да, чем потом перевязывать, потому что посчитать это, ну, пару секунд дело. Так, значит, проверяю. По телу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. По рукаву я 2 раза считала до того, как включиться к вам. Значит, сейчас я вяжу переднюю часть своего джемпера, да, и по передней части у меня 94 столбика с одним накидом. И получается, что когда я дойду, провяжу 94 столбика, мне нужно будет снова присоединить рукав. К этому моменту я снова к вам подключусь. Так, я провязала передние столбики, столбики переда. И теперь мне осталось присоединить второй рукав. У меня вот здесь как раз таки 16 петель основания для подреза. И вот у меня второй рукав, вот маркер, да, где закончился ряд. И для того, чтобы у меня этот шов ушел на спинку, да, я должна просто от маркера отсчитать 16 столбиков и начать вязать с того места. 16 петель основания. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, значит, с 17 столбика начинаю вязать. Присоединять рукав. Так, сейчас я чуть-чуть провяжу и пересчитаю еще раз. Раз, два, три, четыре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все верно. И получается, что мне осталось провязать 64 столбика по рукаву. И я уже приду к спинке своей. И в третью петлю подъема я соединю свой первый ряд в круг. Да? И можно будет приступать к вязанию второго ряда. Итак, ряд закончен, да, вот мои снова подрезы второго рукава, второй подмышечной впадины, скажем так. Я соединительный столбик провязала, как обычно, в третью петлю подъема. Сейчас я должна, как и во всем своем изделии, развернуться и буду вязать ряд по изнаночной стороне. Значит, прежде чем развернуться, я, конечно же, сделаю 3 воздушные петли подъема. И поскольку... Так, сейчас я тут перекрутилась слегка. Значит, смотрите, вот эти петли воздушные, они расположены над петлями воздушными в предыдущем ряду.
Соответственно, это по-прежнему относится к спинке, да. Поэтому это якобы столбик спинки. А вот сейчас мы должны вязать дальше. У нас рукавчик первым делом, поэтому мы будем вязать узор, да. Поскольку в этом ряду у нас убавок нет, то узор мы вяжем на петлях рукава, как и прежде, да. Смотрите, как вам удобнее. Значит, я провязываю воздушную петлю и теперь сокращаю немножко свой раппорт, да, потому что у меня теперь вязание не по кругу, поэтому я провязываю птичку в 3-ю петлю основания. Не в 4-ю, как в предыдущих рядах, а в 3-ю. И должна провязать, получается, сколько птичек? Если у меня 64 петли, раппорт узора 4 петли. Угу, целиком не влазит. Значит, будем по ходу разбираться, да? 64 на 4. Делится же 16. Значит, 1, 2, 3, 4. Значит, провязываю рукав. И попозже, естественно, покажу, что должно получиться. Итак, я провязала, значит, рукавчик, первый ряд узора. И поскольку я еще, честно скажу, не считаю себя глупой, но что-то я никак не соображу, как нам правильно с узором этим быть на рукавах, да. И для того, чтобы мне уж точно убедиться, что я правильно провязала раппорты все по рукаву, я что сделала? Значит, у меня на рукаве в данный момент 64 петли основания, назовем просто петли, да. 64 петли. Поскольку я не делала еще убавок, то после того, как я провяжу вот этот первый ряд с ажуром, у меня также должно остаться 64 петли. Значит, вот здесь я одну петлю воздушную делала в начале и поехала. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 61, 62, 63, 64, да? То есть закончить я должна птичкой. Я, грубо говоря, просто по количеству петель по верху, да, то есть они же потом в будущем станут петлями основания, и ориентируясь на количество своих столбиков, я закончила эти птички. Значит, сейчас я должна провязать петли переда, да, то есть дальше прямое полотно столбики с накидом. На втором рукаве я сделаю точно так же, то есть я начну точно так же и закончу точно так же. И опять же просчитаю, да, на всякий пожарный, чтобы у меня сохранилось вот это количество 64. И потом провяжу петли по, получается, это спинка у меня, да. Ну, естественно, когда приду к концу ряда, присоединюсь к вам, покажу, что делать дальше, потому что со следующего ряда, это мы сейчас уже вяжем второй ряд реглана, со следующего ряда, с 3-го у нас начнутся убавки в каждом ряду. И нам нужно будет, опять же, вот там, где ряды у нас просто столбиков, проблем никаких нет. А вот там, где у нас ряды с узором, надо будет хорошенько подумать, да, как нам этот узор убавлять, чтобы это не выглядело как-то странно, да. Поэтому давайте-ка мы провяжем этот ряд до конца уже самостоятельно. В следующем ряду я покажу вам убавки простые, в простых рядах столбиков с накидом, а уже вот там, в 4-м ряду, придется нам помозговать. Так, значит, я провязала и второй ряд, и дошла до конца. Теперь мне нужно, естественно, соединить ряд в круг. Поскольку я по изнаночной стороне вязала, то, в общем, у меня вот так, да. Смотрите, я, естественно, должна в 3-ю петлю подъема, у меня тут всего 4 воздушные петли, я соединительно провязываю в 3-ю петельку. И теперь петли поднимаюсь на 3-й уже ряд реглана. Поднимаюсь уже на 3-й ряд реглана, разворачиваю, и теперь буду вязать снова лицевой ряд. Значит, в этом ряду мы будем делать самые первые убавки. Я что для себя решила? Я хочу как вязать? Значит, у меня будет убавка,
столбик с накидом между, и здесь вторая такая же убавка. То есть будет вязаться у меня следующим образом. Если брать ряд столбиков с накидом, то это будет, допустим, на спинке 2 столбика с общей вершиной, 1 столбик с накидом, и на рукавах 2 столбика с общей вершиной. То есть здесь убавится и здесь. А как бы 1 столбик я выделю как регланную линию. И этот столбик в моем случае будет расположен на теле. Значит, вот здесь, именно в этом месте, 3 воздушные петли как раз таки и будут тем самым столбиком, который я выделила в регланную линию. И теперь по обе стороны от него я должна провязать самые первые убавки на нашем реглане. То есть провязать 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Если вдруг вы не знаете, как это делается, то смотрите внимательно. Значит, я делаю накид, ввожу крючок в следующую петлю основания, причем не вот эта, которая очень близко к петлям подъема, а вот конкретно в следующую, да, то есть вот эту пропускаю вот сюда. Да, знаете правило ровного полотна крючком? Надеюсь, что да. И, значит, провязываю столбик и накид вместе, и на крючке у меня остается 2 петли. Рабочая петля и воздушная петля. И снова делаю, прежде чем провязать столбик до конца, делаю накид, в следующую петлю основания ввожу крючок, вывожу рабочую нить и снова провязываю столбик и накид. И у меня получилась вот такая картина. 2 недовязанных столбика с накидом и рабочая петля. И я протягиваю теперь нить через все 3 петельки. Вот моя первая убавка в столбиках с накидом. Это 2 столбика вместе с общей вершиной. Сейчас я должна провязать, получается, это у меня будет вся спинка, но смотрите, я хочу выделить вот этот столбик, чтобы мне не потерять его, да, чтобы я не разогналась вдруг. Вот здесь будет у меня регланная линия якобы, да. Потом по переду самый крайний столбик, который относится конкретно к телу моего джемпера, да, не к рукаву. И, естественно, вот там, сзади, скажем так. Вот он. Значит, если есть проблемы с вязанием ровного полотна, то можете после каждого ряда пересчитывать количество столбиков, да, или петель основания, как вам угодно. В рядах с убавками у вас на каждой части реглана должно становиться на 2 петли меньше, а в рядах обычных должно, естественно, сохраняться. Ну и, в общем, должно уменьшаться количество петель в ряду с убавками на 8. Ну и, конечно же, там, где нет убавок, опять же, сохраняться. Значит, поскольку у меня ряд столбиков с накидом, было бы, конечно, проще провязать полностью весь ряд самостоятельно, но мы давайте все-таки у следующей регланной линии еще раз встретимся и посмотрим, как убавить столбики с 2 сторон от реглана. Так, значит, я пришла, посмотрите, к следующей регланной линии. Вот у меня столбик, который я выделила для регланной линии, маркером определен. Вот петля основания над ним, которая относится к этому маркеру. Давайте сделаю немножко посветлее. Вот так. И за 2 петли основания я остановилась, да, потому что мне надо сделать убавку. Соответственно, я здесь провязываю столбик не до конца. И следующий провязываю также не до конца. И теперь все вместе. И вот у меня еще одна убавка в реглане. Этот столбик над маркером я провязываю просто. И теперь делаю убавку со второй стороны регланной линии. Здесь у меня воздушная петля первая, потом столбик. Соответственно, первую недостолбик, скажем так, я вяжу в воздушную петлю, второй точнее в столбик и провязываю вместе. И вот у меня 2 убавки, 1, 2, между ними регланная линия. Здесь, в принципе, все просто на самом деле, да, в этом ряду никаких трудностей, поэтому мы довязываем ряд до конца, и в конце ряда встречаемся, вот там уже надо будет покумекать немножко. И когда уже разберемся, оставшиеся ряды реглана с убавками провяжутся без проблем. Значит, я провязала этот ряд до конца.
И теперь будем вязать следующий ряд, уже 4-й ряд реглана у меня. Вот здесь расходится, да, но вы когда подрезы сошьете, у вас первый ряд сомкнется. Пока, конечно, кажется, что вот первый, вот второй. На самом деле нет. Значит, смотрите, что я хочу попробовать. Я надеюсь, что у нас прокатит. И этот тогда порядок действий можно будет соблюдать до самого конца. Значит, я делаю 3 воздушные петли подъема. Давайте-ка я также этот столбик выделю, пусть даже маркером в цвет, но все же. Значит, 3 воздушные петли подъема делаю, разворачиваю свое вязание, потому что у меня ряд с ажуром, и я пойду по изнаночной стороне. И в этом ряду я должна буду делать убавки. В предыдущем ряду я тоже делала убавки. У меня на каждой части реглана, то есть перед, спинка и рукава по отдельности, каждая часть убавилась по 2 петли. Значит, на рукаве у меня было 64 петли, после провязывания первого ряда с убавками осталось 62 петли. Сейчас, соответственно, когда я провяжу следующий ряд, вот этот с ажуром, да, на рукаве у меня должно остаться 60 петель по верху. И мы будем, значит, соблюдать какой порядок. Значит, 3 воздушные петли подъема, это заменяет нам первый столбик, он же столбик, который у нас выделен на регланную линию. И дальше я сразу буду вязать, якобы буду убавлять воздушную петлю, да, то есть мне нужно провязать в 3-ю петлю подъема птичку вот эту. Это не та петля основания, вот первая, вот вторая, в 3-ю. Ну или как вариант можно попробовать во 2-ю, а там уже как получится, да. Вот сюда я вяжу птичку, да, во 2-ю давайте. Эту пропускаем, 1-я, 2-я. Вяжем. Воздушная, 1, 2, 3. Дальше уже как по маслу, да. В 4-ю. Раз, два, три, 4-ю. Ну, давайте я провяжу до конца рукава, да, и посмотрим, что получится. 3, 4. Если все получится, то просто нужно будет запомнить начало, да, как начинать, и просто считать. И тогда все будет хорошо. Так, первый способ не прокатил, да, я вам, ну, я решила за кадром уже все это проверить окончательно и принести вам готовый результат. Так, перефокусировали видео, сделаем светлее. Смотрите, значит, как нужно начинать убавки в ряде с, короче, убавки на рукавах. Делаю 3 воздушные петли подъема, это у меня регланная линия. И сразу же после 3 воздушных петель я разворачиваюсь. И смотрите, вяжу, вот это я не считаю за петлю основания, да, потому что якобы отсюда должны были выйти вот эти петельки. То есть это относится к этим петлям. И вяжу птичку в 1, 2, в 3-ю петлю основания. То есть 3 воздушные петли подъема, разворачиваюсь. И в 3-ю петлю, эту не считаю, 1, 2, в 3-ю петлю вяжу столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Далее воздушная петля. И дальше уже в каждую 4-ю. 1, 2, 3, 4. И вяжу, 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 вяжу. Провязала. Вот у меня маркер. Вот у меня регланная линия. По идее осталось 1, 2, 3 петли до конца. Вот теперь давайте посчитаем. Я говорила о том, что у нас должно остаться 60 петель, да, основания по верхнему краю вот этого ряда. Значит, смотрите, 1, 2, 3, 4, да, я могу считать по 4. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Но вы же помните, что после птички, да, что было именно 60, должна быть еще воздушная петля. Ну, не помните, вы точнее будете знать. Получается, что вот таким образом мы будем вязать убавки. И теперь я вяжу сразу же регланные линии, то есть в столбик над столбиком с регланной линией. Провязываю столбик. И дальше у меня идет убавка уже по телу. Обычная, да.
там, где у меня 2 столбика с накидом с общей вершиной. Провязала, ну, как будто бы провязала, да, сейчас я выгоню вот эти все столбики, перейду ко второму рукаву и здесь делаю все то же самое. Вот у меня отмечен столбик регланной линии, в него я провяжу последний столбик и также сделаю, пропущу 2 петли, в третью петлю основания начну вязать птички, буду считать петли, которые получились по верху, да, их должно быть в этом ряду 60, и потом снова тело, да, то есть, ну, уже станет попроще. Получается, что следующий ряд я буду вязать столбиками с накидом просто, да, и буду делать убавки с каждой стороны регланной линии минус 8 столбиков. Получится, на рукавах у меня останется уже 58 петель, да, и снова будет ряд с убавками в птичках вот этих, да, так называемых. И опять я буду начинать, то есть алгоритм будет тот же, да, вы будете провязывать столбик регланной линии, потом накид, и в третью петлю основания будете провязывать первую птичку и считать. И с каждой птичкой, то есть получается, если в этом ряду останется 60 петель основания по верху края, да, по верху ряда, то в следующем ряду с птичками должно быть уже на 4 меньше остаться, 56, соответственно. Потом будет 52, 48, 44 и так далее, пока вы не провяжете все ряды вашего реглана до ростка. Дальше мы не вяжем, дальше мы с вами встретимся. Поскольку здесь все ряды дальше у нас абсолютно одинаковые, мы всю эту процедуру будем делать, конечно же, за кадром. Не вижу смысла весь реглан вязать вместе. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Что-то же уже видно должно быть. Значит, подрезы можно сшить, не надо никого ждать, если есть желание, особенно если очень хочется, не терпится примерить. То подрезы можно сшить сейчас. Вот тем кончиком, который здесь остался, просто, ну, тут 16 по количеству сшейте и все. Как хотите. Хотите крючком, хотите иглой. Я сделаю это иглой, потому что, ну, крючковый шов, он достаточно плотный. Плюс это такое нежное место, мне кажется. Не стоит сшивать крючком. Вот. И получается... Ну, пока, конечно, ничего не понятно, да. Вот так будет тут сшито. И вот так будет убавка в реглане. Так, ну, в принципе, я довольна тем, как все прошло. Я что-то думала, что будет намного страшнее. Вот такой получается у нас с вами джемперок. Так, теперь я с вами на доли секунды прощаюсь. В реальной жизни это, конечно же, достаточно продолжительное время. Я провяжу все 22, если не ошибаюсь, у меня там было 22 ряда с убавками. И мы встретимся с вами на последних рядах ростка. Провяжем росток поворотными рядами, укороченными уже, да. И потом будем круговыми рядами вязать нашу резинку 1 на 1. Там тоже надо будет постараться, чтобы резиночка красиво легла у шеи, да, чтобы она чуть-чуть сужалась. Так, надеюсь, что все было вам понятно. Чуть позже увидимся. Итак, значит, прошло достаточно много времени. Я никак не могла доснять последнюю часть мастер-класса, потому что по ходу вязания этой работы возникало все больше и больше вопросов, а точнее не вопросов конкретно к изделию или к способу провязывания его, а больше вопросов к тому, как вам объяснить то, что я делаю, да, потому что обычно стараешься объяснить как-то более-менее, скажем так, ну что-то типа по-научному, да, по-ученому. А тут такой момент настал, когда нужно решать вопрос импровизируя, скажем так. Значит, в чем косяк? Как и я и думала, все-таки плотность, вот эта, которая изначально у меня была плотность такова, что 32 сантиметра
регланной моей удлиненной линии были равны 27 рядам. Вот даже сейчас не будем пока говорить о том, что я там дальше сделала, да, когда я пересчитывала эту плотность. Давайте посмотрим, что я навязала. Значит, я просто остановилась в какой-то определенный момент. Мне стало интересно примерить, что получается. И вот у меня отсюда начался росток. Реглан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Еще раз. Двадцать один. Значит, 21 ряд. И 4 ряда у меня, как у меня везде резиночки, да, на манжетах по низу изделия, так и на горловине было 4 ряда резинки получается. Итого получается, если прямо сейчас начать вязать, 25 рядов. Значит, 27 я, конечно, могу тоже связать, правда, но ситуация такая, что уже, если вот я примерила, да, и спереди получается у меня уже вот это вот место на таком уровне, что дальше мне, если еще надвязывать ряды по узору, да, самого тела джемпера, а потом еще и резинку, то уже будет подпирать на горло. То есть начинаем, отбрасываем в сторону все знания и умения, начинаем думать, как нам изобрести велосипед. Это тоже очень полезное свойство в вязании. Значит, 32 ряда, которые я пересчитала уже потом по готовой плотности, я про них вообще полностью забываю, и вы в том числе, да, потому что вот это у меня в работе уже получается 7-й моток заканчивается, да, то есть уже джемпер мой весит 700 грамм, не любой кардиган столько весит, он тяжелый, и, соответственно, под весом он тянется, да, и, естественно, плотность стала меньше, то есть в одинаковом количестве сантиметров стало меньшее количество рядов, да, полотно растянулось по собственному весу. Получается, что 32 ряда, это я себе уже по нос, наверное, свяжу, по самой, да, по кончик носа, и это будет что-то уже ненужное мне. Тогда возникает другой вопрос. Что нужно сделать, чтобы горловина была на месте? Значит, надо, естественно, вовремя остановиться. И поскольку вот в данный момент уже все, уже мне, по идее, надо связать просто горловину, и изделие будет закончено. Но, по идее, вот если сейчас я примерю, то спереди как раз-таки осталось место для горловины. На плечиках, ну, может быть, конечно, можно было, да, как будто бы рядок надвязать. Рядок, 2, и потом тоже резиночка. А вот по спинке было бы неплохо еще пару рядов надвязать. И поэтому у меня закрались как раз-таки вот эти сомнения, да, насчет того, как все это мне закончить. Значит, я очень долго думала, потому что ни то невозможно объяснить. Это просто логические рассуждения, и каждый человек, в принципе, должен для себя сам сделать выбор. Даже вот вы, да, если сейчас вяжете со мной этот джемпер, вы должны для себя сделать выбор. В чем... Скажем так, какие могут быть проблемы, если не вывязать на изделии росток. Если опустить глубину горловины спереди на нужный уровень, то есть если у вас ничего не будет заходить вот выше вот этих 2 косточек, которые, да, ну, ниже шеи чуть-чуть, то ничего страшного не будет. Единственное, будет, возможно, неудобство, связанное с тем, что у вас и по спинке будет как бы шея более открытая, да. Но в этом на самом деле нет ничего страшного. Единственное, что если вы планируете эту кофту носить как какую-то теплую кофту по улице, то вам будет немножко поддувать в шею. Но если сверху будет какая-то куртка или что-то еще поверх одетое, то, естественно, опять же, эта проблема решена. Значит, это если вязать вот прямо сейчас, начать вязать резинку без ростка, забыть про этот росток и вязать резиночку. Второй момент, который конкретно в этом изделии сейчас мне нужно решить, если я решусь вязать без ростка, это мне нужно уменьшить количество столбиков. По расчетам я должна выйти на горловине на 104 столбика. Это у меня было 57
получается сантиметров. Я, конечно, могу сделать не 57, а, к примеру, 62 каких-нибудь, да, потому что я не люблю плотные горловины, соответственно, я могу себе это позволить. И тогда у меня получается 30 я делю на 16 с половиной по плотности глади, да, ну, условно глади, и умножаю на, например, 62 я возьму обхват горловины. То есть у меня останется 112 столбиков, если я поступлю таким образом. Не намного больше, но все же, да. Сейчас мы это напишем, дело вот здесь. 112. Разница всего в 8 столбиков, но это, грубо говоря, один ряд полный, круговой, да, когда мы провязываем реглан и делаем убавки возле каждой регланной линии с обеих сторон. То есть минус ряд мы сэкономили. Но в данный момент у меня количество столбиков намного больше, чем 112, да. Я вчера пересчитывала, что-то, по-моему, около 142, если я не ошибаюсь. И получается, что сейчас, если я решу вязать без ростка, вот прямо сейчас, то мне нужно будет последний ряд вот этот распустить, и чтобы именно был ряд столбиков с накидом, да, не там, где птички. И равномерно убавить лишние столбики для того, чтобы выйти вот на то количество, которое я потом буду вязать в резиночке, на 112, да. В резинке убавки делать, ну, скажем так, некрасиво, это будет видно, да, потому что, если честно, даже не представляю, как это можно вот связать. Это, конечно, можно связать, но я не представляю, как это будет выглядеть, если вязать выпуклые вогнутые столбики с общей вершиной. Попробовать, конечно, можно. Но, опять же, если бы я вязала одна за кадром, я бы легко провела такой эксперимент, а вас путать мне не особо хочется. Может быть, в каком-нибудь отдельном видео мы это проэкспериментируем. Вот. И, значит, понятно, да, что если без ростка вязать, вы примеряете, смотрите. Я, конечно, могу, кстати, да, вот еще забыла сказать, могу опустить чуть ниже свое изделие, и тогда там надвязать нужное еще количество рядов, чтобы поменьше у меня стало столбиков, и попроще мне было выйти на эти 112. Но тогда низ моего изделия опустится ниже, да, чем та линия, где я хочу, чтобы мой джемпер заканчивался. То есть мне будет некрасиво, поэтому ниже я уже опускать не хочу и не буду. Так, значит, без ростка разобрались, да, придется выйти изначально на нужное количество столбиков, каким-то образом сделать убавки, их равномерно, или в последнем ряду, или когда будем пробовать собирать резинку, возможно, можно как-то, например, вогнутые столбики вязать с общей вершиной, чтобы это не так бросалось в глаза. Но сейчас разберемся. Можно проэкспериментировать, да, как я сказала. Или второй вариант. Если вы хотите, чтобы изделие было с ростком, все как положено, то тогда надо вязать укороченные ряды. То есть ряд будет не по кругу, а будет где-то вот здесь начинаться. Ну, допустим, первый где-нибудь вот здесь, да, начнется. Вы провяжете его по кругу до вот такого же симметричного момента. Следующий будет чуть позже начнется и будет уже покороче, да, и опять же симметрично закончится. Но это будет в обратном направлении, вы понимаете. Это поворотные ряды и дальше будут вязаться. И, допустим, еще где-нибудь там 2 или 4 ряда вы будете вязать, начиная на территории, скажем так, рукава, да, вот эти ряды укороченные. В спицах это, конечно, без вопросов и без проблем, ничего не видно, если аккуратно все это сделать. В крючке ситуация немножко другая, потому что это в спицах мы сделали дополнительный накид, развернулись и поехали в обратную сторону. А здесь, если мы развернемся и пойдем в обратную сторону, у нас будет, как это объяснить-то, вот веером будет так вот стоять, да. То есть это нужно возвращаться соединительными столбиками, да, к определенному моменту, и потом опять наращивать высоту и потом провязывать. И получается, что места, где эти столбики будут связаны, да, соединительные, потом же мы в них еще свяжем и столбики по узору там или резинки, и они будут заметно выделяться, при условии, что это перед изделием, да, плюс у лица, это будет бросаться в глаза.
Поэтому этот вариант исключен. И второй способ, опять же, который совершенно, скажем так, не научный, это обрывать нить. Да? То есть мы взяли клубочек, обрезали ниточку там в конце ряда, развесили снова маркеры, отметили укороченные ряды, к примеру, да, вот здесь будет начинаться. Присоединяем здесь нить. Следующий ряд у нас, кстати, был бы тогда с узором, да, то есть шли бы мы по изнанке. Присоединили бы здесь где-нибудь нить и начали вязать. Столбик без накида, полустолбик с накидом, потом столбик с накидом, и все, как бы медленно, плавно поднялись, провязали целый ряд, в симметричном месте остановились, ниточку оборвали, или можно, как это сказать, сзади такую протяжку оставить, знаете, как в жаккарде делают. И вернулись, но это будут такие приличные протяжки, то есть это будет протяжка между концом укороченного ряда и началом следующего, да. И, допустим, вы отсюда начнете вязать следующий укороченный ряд. И вроде этих протяжек никто с изнанки не увидит, но вроде как-то вот неправильно это все, да. А с другой стороны, кто сказал, где правильно и где неправильно? И попробовать, конечно же, можно. И таким образом, то есть, что мы выиграем и что мы проиграем в таком случае? В таком случае мы петли, которые у нас, точнее не петли, столбики, которые у нас есть по ширине горловины, мы их убавим в этих укороченных рядах. То есть проблемы с тем, чтобы в горловине как-то прятать лишние столбики, ее уже не будет. Второе, это то, что по спинке джемпер будет выше, соответственно, не будет мерзнуть шея, да, вот этот наш затылок, скажем так. И вроде бы получается, что вопрос решен, да, но смущает именно то, как... Даже меня не смущает, как это будет смотреться, меня смущает больше почему-то то, как люди будут думать, что это, как это смотрится. Я не знаю, почему меня в этот момент так это волнует. Это вообще, ну, не про меня. И, значит, вот я зависла на этом моменте, и никак не могу снять этот мастер-класс до конца. Сегодня у меня стоит крайняя точка, стояла сегодняшний день, когда я должна решить, что я буду с этим делать. Я сегодня хочу это изделие закончить полностью. У меня осталось совсем немножко. Я хочу начинать следующие процессы. И поэтому сейчас я должна окончательно решить, что я буду с этим делать. Значит, если я сейчас буду вязать еще 4 укороченных ряда, да, в первую очередь дайте я пересчитаю количество столбиков, которые у меня сейчас есть в джемпере, потом будем говорить дальше.